Всем привет, это канал Шумов Фото, я Шумов Денис. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Первый вопрос, мне кажется, относительно фиксов, относительно того, на что лучше снимать там зумы, почему я не снимаю на 24-70, на какие объективы я вообще снимаю, в принципе, какие стоит взять объективы для начала. Итак, по порядку. Для начала, на мой взгляд, имеет смысл взять объектив, который максимально будет универсальный. Здесь есть два пути. Либо взять 24-70, либо взять 35 мм. Я бы взял 35 мм, потому что я люблю снимать на фиксы. Как минимум, это обусловлено удобством, компактностью, легкостью и скоростью. С последним, конечно, у 24-70 тоже особо нету проблем, но если говорить про его вес, про то, что постоянно нужно докручивать рукой фокусное расстояние, то, как вы понимаете, если у вас тоже две руки, то в одной руке у вас вспышка, в другой руке у вас камера, какой рукой крутить, непонятно. Плюс ко всему тяжелый вес не очень, собственно, способствует хорошему настроению и работе на съемке. Вот, поэтому я, когда снимаю на 35 мм, я не заморачиваюсь по поводу смены фокусного расстояния. По поводу смены фокусного расстояния я заморачиваюсь, либо меняя камеру с другим объективом, либо я, собственно, меняю объектив на этой камере. Если вы снимаете какой-нибудь репортаж там, светский условно, или просто любое мероприятие, то фокусное расстояние 35 мм минимально искажает пропорции человека при, собственно, правильном построении композиции. И также вы можете снимать и средний, и крупный план на него. Понятно, что как бы портретов как на 85 мм вы не добьетесь, но для этого есть 85 мм, и вы можете всегда условно им воспользоваться. Но если говорить о первом объективе, то, на мой взгляд, 35 мм, желательно, чтобы он был светосильный, там 1.4, 1.8, и это будет самый классный вариант для начала именно съемок, то есть репортажных. Все остальное вы можете брать в аренду под свои какие-то съемки, хоть творческие проекты, хоть коммерческие проекты. Если говорить про 24-70 в фэшн-фотографии, то, конечно же, это удобный объектив для съемки в студии. У меня он был, но так как я в студии снимаю не очень часто, то, следовательно, в нем и нужды особо не было, я его продал. Если говорить про съемку с ассистентом, то здесь также можно снимать на 24-70, если ассистент вам держит постоянно свет, то есть в этом ключе также можно удобно снимать на 24-70. Но если вы хотите похудеть, то, на мой взгляд, 35 мм вам в помощь. Хоть мне это особо и не помогает, все равно приходится ходить в зал, но 35 мм это вещь и для здоровья, и для картинки. Помимо объектива, естественно, вам нужна вспышка. Вспышка нужна с синхронизатором по той причине, что если вы вешаете вспышку на камеру, то вы очень ограничены в своих творческих порывах, так как свет у вас будет всегда плоский, вы не можете снимать вертикальные кадры, потому что снимать со вспышкой, которая висит сбоку, это, ну, как бы какое-то кощунство и издевательство, и свет получается ужасный, и в целом никогда так не делайте. Для того, чтобы не создавать сложные конструкции с перемещением этой вспышки, вы просто покупаете синхронизатор, и когда снимаете вертикальный кадр или горизонтальный кадр, у вас вспышка всегда находится под 45 градусов относительно объекта съемки. Если вы снимаете там условно какие-то с ассистентом истории, то можно вообще создавать супер объемные какие-то кадры, потому что ассистент может стоять где-то там сбоку, тем самым вы меняете светотеневой рисунок и получаете интересную объемную картинку. Таким образом, для
начала своей карьеры можно обойтись несколькими вещами. Да? Это камера, объектив 35 мм и вспышка с синхронизатором. Желательно обзавестись несколькими аккумуляторами, несколькими флешками, и в целом этого будет достаточно. Если мы переходим чуть дальше и съемок появляется больше, я категорически рекомендовал бы обзавестись второй камерой на случай, если у первой что-то сломается. А чем больше вы снимаете, тем больше шанс, что у нее что-то сломается. Например, затвор. И в этом случае вы окажетесь в очень неприятном положении перед заказчиком и в целом можете подвести его. Поэтому вторая камера – это, конечно, необходимая очень вещь. Я знаю об этом не понаслышкам, потому что несколько раз у меня камера ломалась на съемках прямо. Относительно объективов RF или какие-то другие, там, Sigma, если мы говорим именно про Canon, а я, как вы понимаете, про Canon-овский, то, конечно же, лучше покупать последние какие-то версии объективов, потому что они и технически, и по начинке, и вообще по всем параметрам они значительно интереснее выдают картинку. Но могу сказать и в минус о том, что объективы RF, они сделаны из пластика, они очень непрочные, и в отличие от объективов EF-версии и, допустим, объективов Sigma вообще, которые, мне кажется, там можно орехи ими колоть. Конечно же, RF линейка, она супер непрочная, то есть она супер нежная, и пластик сделан таким образом, что он местами скользит прям в руках. Места углублений, где ты его держишь, он, к сожалению, почему-то не прорезинен, хотя те же EF объективы, они поверх прорезинивали прям объективы, и они вообще не скользили в руках. К сожалению, у RF такого нету. Вопрос, почему я делаю это все в бесплатном формате. На самом деле мне просто нравится делиться новыми знаниями по той причине, что если вас будет больше грамотно снимающих, то как минимум это будет больше подстегивать меня к тому, чтобы я снимал еще лучше. А если кто-то из вас и будет снимать еще лучше, скажем так, и круче, чем со временем, чем я, то и слава богу, это очень здорово, то что будут реально крутые фотографы появляться и развивать нашу индустрию. Но в дополнение хочу сказать о том, что многие из вас пишут по поводу мастер-класса, и он уже на самом деле практически готов. Я с командой разрабатываем как с методистами, то есть целую условно программу, большую программу, в которой будет вообще, мне кажется, весь мой опыт, все мои знания, которыми я также с удовольствием с вами поделюсь, но это будет, естественно, уже такая огромная история, это будет продукт, Если вы мне напишите о том, интересно вам это, не интересно, я также буду рад получить какую-то обратную связь, и в ближайшее время я поделюсь информацией уже об этом курсе, о датах, о том, что в нем будет. Опять же вопрос по поводу вспышки. Можно ли снимать мероприятия со вспышкой на камере? Можно снимать мероприятия со вспышкой на камере, но я бы снимал только в горизонтальном формате и немножко сверху, то есть такие как условно портретики, опять же добиваясь угла света в 45 градусов, чтобы был объем. Потому что если вы снимаете в лоб просто условно, то у вас будет плоская картинка, не очень красивая, на мой взгляд. Опять же, на вкус и цвет. Со мной периодически любят в комментариях там о чем-то поспорить. Ребят, я вообще никому ничего не навязываю, и вы можете делать как вашей душе угодно. Я больше ориентируюсь на людей, которым
близко условно то, что я снимаю. И если это интересно, то, собственно, для всех этих людей и существуют вот эти чудесные видео. Относительно вспышки и съемки в ручном или в TTL. Буквально сегодня я рассказывал на персональном онлайн, ну, не мастер-классе, а консультации об этом в том числе. Я не могу доверять электронному замеру экспозиции по нескольким причинам. Во-первых, у меня нету шанса зачастую накосячить и не снять что-то, либо там пересветить, либо не досветить. Плюс ETTL, он постоянно требует компенсации экспозиции из-за того, что объект может быть в белом или в черном, это влияет на замер экспозиции. Также вспышка Godox, с которой я снимаю, и синхронизатор Godox, они не адаптированы под камеры Canon, они между собой не работают в связке, они работают просто как формат передачи сигнала при нажатии кнопки «Пуск». То есть они между собой до конца не завязаны. Соответственно, как там замеряет экспозицию условно камера и как она передает это на вспышку, а вспышка это принимает, я не знаю. Поэтому, ну, вернее, я могу это проверить, но в какой-то момент это может меня подвести. Поэтому я все-таки считаю то, что лучше приноровиться и снимать в ручном режиме, тем более, что это максимально просто, если вы поймете, как. А как, я, по-моему, рассказывал, кстати, не в одном видео. А вот вопрос, допустим, по поводу, не лучше ли светить софтбоксом, потому что иначе жесткие тени получаются. За время работы я перепробовал все возможные там варианты, и октобоксы, и софтбоксы, и раскладные, и на спицах, и рассеиватели в отраженку, и в целом, как бы, последнее время я снимал 30×30, у меня был софтбокс, но потом я понял то, что просто мне это неудобно, мне не нравится думать постоянно, куда деть этот софтбокс, поставить его в каком-то углу и потом думать о том, где я его поставил, как бы это максимально неудобно. Поэтому, на мой взгляд, вспышка, которая висит на поясе в чехле, она всегда под рукой, и если правильно снимать, правильно ставить свет, то не нужна ни дополнительная палка, ничего. То есть вы максимально получаетесь мобильный, и это как минимум еще и выглядит эстетично. Вы не мешаете софтбоксам, который там загородил половину обзора гостям и в целом мешает всей съемочной команде. Поэтому, на мой взгляд, использование всяких там октобоксов, софтбоксов в репортаже, это, ну, немножко такой же, на мой взгляд, мувитон чуть-чуть. Все переходят к более компактному формату. Вот, я добрался наконец до целого списка вопросов по светской хронике. Моя тема как раз. Сколько фото примерно выходит с 1 часа съемки? Много ли фото ты отдаешь, где люди за столом? Сколько фото примерно выходит с 1 часа съемки? Итак, на мой взгляд, ну, где-то 50-100 фотографий в среднем выходит с 1 часа съемки. Понятно, что это все зависит от формата мероприятия. Также могу сказать, что есть такая формула 10%, это примерно то количество фотографий, которые выходят условно в обработке и доходят до заказчика. То есть из каждой 1000 я отдаю примерно 100. И это не моя такая схема, это примерно почему-то у многих так и получается, моих знакомых фотографов.
много ли фото отдаешь, где люди за столом. Но, опять же, ситуации разные бывают. Они могут сидеть только за столом, вообще ничего не происходит. И тут, конечно, все зависит от гостей. Нужно понимать, насколько они вообще заинтересованы в фотографии. Очень часто бывает, что фотографа позвали, а фотографироваться как бы они не хотят особо. И такое, знаете, больше для галочки формальной. Но в таких случаях я стараюсь не на количество, а на качество. То есть ловить именно какие-то классные эмоции, так, чтобы там никакая посуда что-то не попадала по возможности. Также по возможности снять всех гостей, если они не против, хотя бы по одному портрету. И снимаю в основном атмосферно, без вспышки. Ну, желательно, чтобы, конечно, освещение позволяло. Если нет, то тогда уж пробуем со вспышкой или с пилотным светом каким-нибудь. Основной момент — попытаться их снять, пока они не сели за стол. Это зачастую бывает сложно. У меня была недавно вот съемка, как раз я пытался хоть как-то на максимум выжить до того, как они сядут, но это тоже было проблематично. В итоге я старался уже снимать их, когда они сидели за столом. Вышло неплохо, как бы заказчик дал обратную связь, то, что им все понравилось. В какой программе сейчас обрабатываешь фото? Lightroom, Photoshop всегда. Capture One я не использую, но это на любителя как бы. Мне кажется, Capture One классная программа для съемки именно в комп, когда, допустим, снимаем где-нибудь в студии. В студиях я снимаю меньше, поэтому Lightroom для меня более оправдан. Да, ну вот не перешел на Capture One, нет, не перешел. Отбор я делаю в фотомеханике, про нее отдельно есть выпуск. Это, на мой взгляд, самая удобная программа и самая быстрая для отбора фотографий. Есть целое видео, посмотрите, кто не знает, что такое фотомеханик, поверьте, это топ для отбора фоток. По моей технике что-то изменилось? Да нет, на самом деле ничего не изменилось. Вот я уже около года назад купил себе 70-200 RF, 51,2 RF, у меня есть 35 мм 1,8 макро RF, 24 мм EF, Canon, все это. Есть еще Sigma 14 мм, сверхширокоугольный объектив, тоже очень классный, и на удивление он интереснее, чем его аналог Canon EF 14 мм. Также у меня есть 85 мм EF, но когда я купил себе 70-200, то у меня пропал интерес к съемке на 85. Я предпочитаю 51,2 и 70-200 он заменил на более длинный фокус. Есть еще один вопросик. Денис, ты сейчас много путешествуешь. Ну и вот я сейчас припутешествовал пока в Москве. Минимум 5 килограмм техники. Но на самом деле больше. Нет, не 5. Как оформляюсь в перелетах, как пакуюсь. В общем, у меня недавно вышел разбор как раз про все эти чемоданы мои и рюкзаки. Но на самом деле я стараюсь ездить все-таки как-то налегке относительно объема. То есть по весу это не особо налегке получается, но если я еду на какую-то прям такую хорошую большую съемку, там свадьбу, то я, конечно, беру все свои объективы, которые у меня есть, ну, по крайней мере, 35, 24, 50, 70, 200, и периодически беру 14. Он очень тяжелый, он, мне кажется, 1,5 килограмма весит только один. Соответственно, вспышки, камеры, аккумуляторы, ноутбук, всякие зарядки. Ну, все это весит, 15 килограмм, мне кажется, весит. И в целом в рюкзак вот National Geographic помещается. Можно брать чемодан, Аэрофлот пропускает чемодан, но периодически возникают вопросы, потому что рюкзак взвешивают редко, а чемодан взвешивают всегда. И когда они понимают, что чемодан, который вы хотите взять вручную кладь, весит там 15 килограмм, а сам еще чемодан весит 2, то есть там 16 получается,
то начинаются вот эти танцы с бубном, то, что вам нужно объяснять, что это техника, что она хрупкая, что вы как бы, ну, не можете ее сдать никуда. Вот. Ну, можно купить алюминиевый чемодан какой-нибудь, но, на мой взгляд, эти боксы, знаете, такой, который крепкие. Но, на мой взгляд, сдавать технику, по крайней мере, всю точно не стоит, потому что бывает, что багаж теряется, не долетает, либо поздно прилетает. В общем, это огромный стресс такой для и команды, и заказчиков. То есть лучше этого не делать. 51.2 RF твой, мой. Интересно увидеть детальный обзор, как ты делал на F-версию. Ну, по факту, честно скажу, я не вижу там глобальной разницы между EF и RF 51.2. Ну, единственное, то, что он по конструктиву чуть другой. У него байонет, соответственно, он вешается гораздо проще, без всяких переходников. Ну и в целом это такой как бы переход, ну, морально обновить парк объективов. Это вполне себе оправдано, потому что предыдущий был старенький уже, и его можно было продать. Вопрос, ты по-прежнему меняешь объективы без выключения камеры? Я всегда это делал, честно говоря, до этого вопроса я особо даже не задавался им, как я это делал, но на съемках в Дубае я понял одну вещь, то что снимая объектив в пустыне, нужно быть готовым к тому, что туда может попасть песок. И, на мой взгляд, у меня, собственно, вот в Дубае сломался затвор на R6. Ну, правда, там пробег был 1,5 миллиона, поэтому это, ну, нормально, не страшно. Но мне кажется, отчасти из-за того, что туда попал песок, и лепестки, которые вот, собственно, закрываются при срабатывании затвора, из-за песка они просто, ну, собственно, одна наехала на другую, его заклинило, и он там обломился как-то. Потому что у меня вот эта шторка, она просто там болталась. Я, кстати, это, по-моему, показывал тоже в видео предыдущем, где я показывал, что у меня в рюкзаке лежит. Там как раз я вот показывал этот затвор, мне прям его вытащили, отдали специально для того, чтобы вам показать, его сохранил. Получилась такая достаточно объемная история на полчаса. Постарался ответить на все последние ваши вопросы. Если что-то пропустил, напишите обязательно. Вообще, мне кажется, интересный формат такой, и можно будет собирать вопросы, давать на них какие-то ответы. Надеюсь, эта информация будет вам полезной. Я абсолютно искренне всем этим делюсь. Относительно мастер-класса, который сейчас готовится, также напишите, дайте обратную связь, кому это интересно. Будет дальше вебинар, и будет более детальная информация о том, что в этом курсе. И, в общем, все расскажу, покажу. Постараюсь часто выходить сейчас на какую-то связь, потому что мне в целом, у меня все для этого уже есть. Мне это максимально удобно делать. Спасибо вам за то, что вы пишете какие-то комментарии, делитесь своим мнением. Это очень важно и это очень приятно. Также можете подписываться на мои социальные сети, на телеграм-канал. Всем спасибо огромное. До скорых встреч.